Здравствуйте, дорогие друзья! Кто-то уже успел подумать, что наша постоянная и практически эксклюзивная рубрика с лучшими приложениями для iOS и Android загнулась. Да нихера! Как бы не так, просто достойные варианты стало находить все сложнее. Но это не повод останавливаться. Ставьте большой палец вверх и устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. С бесплатным приложением Record Bird мало того, что вы никогда не пропустите релиз свежего альбома всех своих любимых музыкальных групп, но и будете в курсе всех интервью, видео на YouTube, ремиксов и прочей публичной информации от артистов. Невероятно удобно то, что сервис имеет тесную интеграцию с Apple Music, Spotify и Facebook, откуда в один клик переносятся все ваши предпочтения в сфере музыки. А дальше достаточно активировать пуш-уведомления, и вы не пропустите ни единой строчки, мелодии или видеоряда. Приятно то, что есть вкладка и с анонсированной музыкой, а само приложение отчасти напоминает социальную сеть, где можно следить за друзьями и их предпочтениями. Из недостатков отсутствие русской локализации, но это не столь страшно. Куда печальнее то, что информационные источники также зарубежные. Также хотелось бы больше методов импорта в приложение и своих предпочтений. Нет ни Google Play Music, ни Яндекс.Музыки, ни Tidal, ни прочих довольно популярных сервисов. Legend — это великолепная утилита для анимации текста в пару тапов по дисплею. Зачем это надо? Да все просто. Разбивать однотипные ленты во ВКонтакте, Twitter, Instagram и прочих социалочках классными квадратными 6-секундными гифками. Набирайте текст, выбирайте стиль, цвет, фон и готово. Есть возможность добавить и обрезать фото и даже видео в фон, осуществить поиск изображений Flickr, шаринг в медиатеку, отправку гифок в сообщениях. Присутствует поддержка тегов и смайлов. На данный момент доступно 18 достаточно креативных эффектов. Размер текста не должен превышать 100 символов. Все на русском языке, без рекламы и встроенных покупок. Разработчики однозначно красавчики. Если ты хочешь попрактиковаться в английском, причем вне зависимости от того, разговаривал ли ты когда-нибудь или хочешь просто поболтать, я пока не встречал ничего лучше сервиса Cambly с одноименным приложением в App Store Google Play. Разумеется, есть и веб-клиент с расширенным спектром возможностей. Репетиторами выступают носители языка из США, Канады, Великобритании и прочих англоязычных стран, доступных 24/7 и без выходных. Время соединения обычно не превышает и половины минуты. Есть удобный чат, где преподаватель может указать ошибки, показать слова, правила или еще какие-нибудь нюансы. Понравилось то, что не будет неудобного молчания. Знаете, вот это первоначальное стеснение. Репетиторы умеют разрядить обстановку. Вы сами выбираете темы для общения и цели, которые преследуете. Будь то произношение слов, повторение грамматики или просто общение. Весь разговор и видео с окном чата записываются, и по окончанию беседы вы сможете скачать ролик и пересмотреть его, разобрав те или иные ошибки. Зарегистрировавшись по ссылке в описании, вы получите 15 бесплатных минут общения. Для меня они пролетели незаметно, и хочется однозначно еще. Предупреждаю сразу, дальнейшее общение платно. Cambly имеет гибкие тарифные планы со скидочной системой. Зато и есть возможность получения бесплатных минут методом приглашения новых пользователей. Учитесь, английский — это мировой язык. Компания TunnelBear, известная своим уже больше платным, чем бесплатным VPN-клиентом, выпустила на рынок свой новый продукт – RememBear. Кроссплатформенный и абсолютно бесплатный менеджер паролей. Приложение имеет современный дизайн, ключевые функции для удобства заполнения паролей и их записи и необходимый минимум возможностей, позволяющих комфортно хранить данные. Несмотря на то, что приложение находится в стадии бета-тестирования, RememBear – это великолепная альтернатива штатным решениям компаний Apple и Google. Программа невероятно проста, работает быстро и, что самое главное, доступна на ПК на базе Windows, Mac, а также на iOS и Android устройствах. Кроме того, есть расширение для браузеров Chrome, Safari и Firefox. Пока есть две претензии: отсутствие русской локализации и малое количество категорий, всего две, к которым можно отнести учетную запись, логины и кредитки. Хотелось бы больше. Буду надеяться, что в будущем TunnelBear доработает свое детище и не задушит его монетизацией.
Когда встает вопрос кооперативного решения задачи, Skype или любая другая звонилка далеко не всегда является решением. Куда удобнее воспользоваться инструментами вроде Trello, где можно управлять командой, создавать сценарии, решать задачи и даже просто составлять списки покупок. Для реализации задуманного создаются доски, прикручиваются чек-листы, приглашаются пользователи, есть инструменты распределения задач между коллегами. Конечно же, можно прикреплять медиафайлы и, что самое главное, все это на русском языке, бесплатно и работает как на мобильных платформах, так и на компьютерах, через программу или веб-интерфейс. Trello есть даже на Apple Watch. И я скажу больше, если бы все разработчики так грамотно подходили к созданию приложений для часов, они были бы значительно популярны. Приложение не заваливает вас лишними функциями, а когда чего-то не хватает, то можно воспользоваться улучшениями, вроде голосовалок или добавленного календаря. Программа имеет подписку, но она гуманна. Ее стоит приобретать, если вы хотите прикреплять файлы больше 10 мегабайт, или если понадобится выделять доски при помощи премиум или кастомных фонов. Согласитесь, такие опции однозначно не вынуждают ничего покупать. Так что если вам нужен бесплатный, гибкий и наглядный способ организовать что угодно и с кем угодно, то начните с Trello. Далее по списку Discord. Великолепная, относительно свежая и, что самое главное, кроссплатформенная альтернатива всем имеющимся голосовым и текстовым геймерским чатам. Отличается минималистичным и гиперпростым дизайном, легким интерфейсом, не загружающим даже самые старые устройства, отсутствием какой-либо монетизации и рекламы. Вы сможете всегда видеть, кто из ваших друзей онлайн, создавать парные или групповые чаты, осуществлять аудио или видеосвязь, а также обмениваться фото или видеофайлами. Для докучающих граждан есть черный список. Благодаря удобству использования программа обрела популярность даже далеко за пределами геймерского сообщества. Создатели отличной утилиты для контроля над привычками Habitify, о которой мы рассказывали в прошлой подборке, выкатили новый продукт Niro. Это, так сказать, новая генерация и логическое продолжение программы для контроля над привычками. Приложение отличается от себе подобных автоматическим контролем по многим видам привычек. Есть тесная синхронизация данных со многими сервисами вроде здоровья или Fitbit, так что о выполненной тренировке даже не придется сообщать. Программа сама все отметит. Плюс есть привязка к геолокации. В качестве монетизации выступает премиум подписка, предоставляющая доступ к папкам, отслеживанию истории вплоть до 1 года использования, синхронизации с облачными хранилищами и возможностью экспорта данных. Правда, ценник разработчики установили просто зверский, и отдавать такие деньги за утилиту такого класса, по моему скромному мнению, просто кощунство. Помимо подписки, у меня есть еще претензии к локализации, которая выполнена местами, и невозможностью более гибко настраивать количество повторений. К примеру, я хочу читать книги не по времени, а по количеству страниц в день. Ну и нет версии под Android. В общем, думаю, скоро все допилят. Новую версию Telegram разработчики из офиса Дурова решили запилить в виде отдельного приложения. Сделано это ввиду того, что код под iOS был написан на ставшем родном языке Swift, а в Android применяли свежие библиотеки TD-Lib. По словам авторов, проект стал работать быстрее, анимация плавнее и уменьшился жор аккумулятора. Появились новые темы оформления Day Classic, Day Night и Night Blue. Порадовали свежей анимацией и возможностью изменить размер текста в чате. Ну и буковку X в названии добавили и иконку обновили. За последние 2 апдейта было пофиксено много багов, так что в целом можно переходить. Я обожаю читать книги, и лучшей читалкой на iOS считаю штатное приложение Books. Уже без i, но есть в нем главный недостаток. Помимо того, что нет версии под Android, это отсутствие нормального встроенного магазина для русскоязычных пользователей. По иностранной литературе вообще вопросов нет, но вот книги на русском – редкость, а жаль. Совсем недавно Google оптимизировал свое приложение Play книги под конкурентную платформу, и у них есть шикарный магазин не только русских книг, но и аудиокниг. Сразу о косяках. Русских аудиокниг в каталоге вообще нет. Покупки осуществляются не с приложения, а с Google Play, а соответственно пользователи iOS это могут сделать только из браузера. Ну и самое ужасное, актуальная версия 4.0 приложения Play книги при экспорте купленной книги из Google Play виснет. Это имею в виду про iOS клиент. Как-то Google ударила в грязь лицом, тем самым даже кинув русских на деньги, ведь читать книги из браузера смартфона то еще удовольствие. Ждем апдейта, ну а пока реально можно почитать только бесплатные русские фрагменты.
Ну и под конец нашей подборки пацанский подгон для белорусиков. Эй, белорусы, убирайтесь! Валите нахрен в свой Минск! Отечественное приложение с незамысловатым названием «Акции и скидки Беларуси». В одном месте собираются все годные приложения крупных и не очень торговых сетей и магазинов. Можно выбрать конкретно магазины вашего города, посмотреть товары по категориям. Жаль, что нету поиска по конкретному запросу и приходится шерстить целый раздел. Частенько, но не ежедневно добавляются статьи с самыми интересными предложениями. Есть избранное, но не добавили возможность указать товар, на который хотелось бы в будущем получить скидку. Ну и соответственно предупреждение. Оптимизацию под iPhone 10 не завезли, а хотя она может и не нужна. Тут десятки в Беларуси походу только у 3 бродяг есть. Рекламы встроенных покупок нет, по крайней мере пока. В общем, приложение неплохое и однозначно полезное, но не без недостатков. Надеюсь, разработчики прислушаются и все поправят. В комментариях оставляйте свои любимые приложения или достойные альтернативы программ, описанных в этом выпуске. Обязательно все посмотрю и протестирую, обещаю. Большое человеческое спасибо всем тем, кто поддержал этот ролик. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.